Даете ли вы согласие на запись и публикацию этого интервью? Да. Как вас зовут? Представьтесь. Гречка Юрий Вадимович. Год рождения, число. 29.09.1984 год. Где родились, где фактически проживаете? Город Ростов-на-Дону. Фактически проживаю город Нижний Новгород. Где вы учились? В школе 103-й лицей города Ростова-на-Дону. Как имя классного руководителя? Лондон Галина Константиновна. Можете назвать просто из головы, навскидку, одногруппников или однокурсников? Антон Булыга. Одноклассников, получается, да? Да. Одноклассников. Антон Булыга. Поводов Роман. Еще, может быть, пару. Сейчас. Не перебирайте, просто назовите одноклассников. Им ничего не будет за то, что вы с ними учились в одном классе. Юр, Ксюша. Ну, все пока что помню. Мгм. Скрягина Лидия еще была. Это с кем мы общались. Где вы учились после школы? Что еще заканчивали? Военный институт. Краснодарский военный институт. Там имя красного классного руководителя. Там не было, это военное училище. Ну, кто? Командир курса. Депко. Был майор Депко. Там можете назвать несколько сокурсников? Да. Командир группы вашей. Депко. А командир Леонид. взвода. Взвода Поляков был. Да, Поляков был. Какая специальность? Офицер по защите информации. Связист. Что-то. Окей, хорошо. Я думаю, достаточно. Формат очень сжатый, поэтому все очень быстро проходим. Следующий вопрос. Значит, как вы попали в Украину? Когда выдвинулись, в составе какой группы? Как долго здесь пробыли, когда попали в плен? 24-го в 5 утра командир нас построил и сказал, что перемещаемся. И переместились мы уже за территорию Российской Федерации, на территорию Украины. Вы знали, куда едете? Или нет? Нет, все было так сделано, что как бы никто, все догадывались, но никто не знал. Сказали, постоим возле границы и домой. А как насчет тех людей, которые постили вперед у себя в Инстаграме и в других соцсетях фоточки, что идут бить украинцев? Я их не видел, у нас забирали телефоны. Какая была ваша должность? Начальник секретной части. Вы офицер, правильно? Да, Какое звание у вас? майор. Вы офицер-майор. И вы не знали, куда идете? Начальник секретной У части. меня был учет документов, хранение и учет документов. Ага. Для зрителей два слова. Нет, у нас нет времени для того, чтобы провести задушевный разговор. И нет, в принципе, желания никого вывести там, да, и чтобы он там рассказал какие-то детали, подробности. Просто нет для этого возможности. Поэтому мы просто очень быстро задаем все установочные вопросы, получаем все ответы такие, какие мы получаем, и идем дальше. Значит, и все-таки вы прибыли в Украину, да? Что вы поняли, что вы почувствовали, что вы кому сказали? Мы когда заехали, нашу колонну сразу расстреляли. Я не успел. Где, на въезде сразу расстреляли? Через час езды мы ехали просто, и нас сразу расстреляли, и все. А какой пункт, через что вы заходили? Ахтырка. Через Ахтырку. Ахтырку, а пункт я не знаю, какие там Великий Писаревка, или как там был такой, я точно помню, что мы ее проехали, а дальше все смутно было. То есть это все 24 числа получается? Да, через час, как полтора, как мы заехали. Вы получили какие-то ранения? Да. Что именно? Отстрелен палец на ноге и пятка, плюс рука. Вам предоставили медицинскую помощь? Да, скорая помощь подъехала, когда я вытащил с машины своего водителя, уколол ему укол и отключился. Скорая помощь, получается, меня забрала с места. Вы видели уже украинских военных, ВСУ? Нет, я ничего не успел увидеть. Я понял. А с кем воюет Россия здесь, в Украине? С украинским народом. С
украинским народом, с вооруженными силами воюет или это какие-то мифические тут нацисты? Нацистов здесь, я здесь месяц нахожусь практически без 2 дней. Ни одного нациста, ни одного, то, что доводилось, не увидел. Но вы слышали Путина, он рассказывал о том, что главная цель этой спецоперации это какая-то денацификация. Что вы видите на самом деле, что происходит? Просто стреляют по мирному населению в основном. Давайте позвоним вашей жене, правильно вы говорили? Да. Давайте наберем вашу жену, позвоним. Да. Привет, любимая, боже мой. Ты как? Как дети? Нормально, все хорошо. Чего вы Ты там как делаете? же? Да, я еду с банка, я ездила в свой банк, узнавала, что у тебя с кредитом списалось или нет. Все хорошо, Зай. Мы тебя все очень ждем, Зай. Зай, ты по кредиту, у нас он застрахован, ты узнай. Зай, все, возможно, государство поможет выплатить. Все нормально, Зай, мне все помогают. Не переживай, Этот- на бригаде. Как ты узнавала, что, в каком я статусе числюсь в воинской части? Зай, все нормально, ты чувствуешь, что ты, как пленный. Ты в списках есть на обмен, все нормально. Вы что-нибудь делали, чтобы вернуть меня домой? Зай, конечно, Зай. Мы все для этого делаем. Мама Ты с же не тобой? представляешь. А? Мама нет, я ездила одна в банк, мама с Демьяном. Как Демьян? Нормально, Юр, все хорошо. Как ты Ты считаешь, же без не пошел. А? армия России вторглась в Украину, как ты считаешь? Юр, ты же знаешь, что я далека от всего этого. Ты же знаешь, что ты никогда не интересовалась. Можно вопрос, ваша жена? Да. Зай, подожди, тебе вопрос сейчас зададут, пожалуйста, ответь на него. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист. Добрый день. Вы журналист Владимир, у вас не Назе фамилия? Назе фамилия, да, Золкин фамилия. Да, я поняла. Да. Вот вы говорите, что никогда этим не интересовались. Можно вот пару вопросов? Ваш муж сейчас где, вы знаете? Да, я знаю, что он в плену. А где, в какой На стране? территории Украины. На территории Украины. А кто он сюда попал? Какой я информацией владею, они поехали на учение. Как там дальше случилось? Не, я понял, но мы же с вами уже установили два факта. Он Да. попал в Украину, в плен. Вы сейчас начинаете рассказывать, что он на учение поехал. Мы понимаем, что это уже неправда, то есть это не учение, потому что он попал в Украину. Он попал в Украину как военный? Да, как военный. Как военный. И он находится в Украине в плену как военный, попал в Украину как военный. Значит, вопрос. Армия России вторглась в Украину или нет? Мне такие вопросы задаете. Я не могу ответить вам. Это не то, что там сложно, это элементарная логика. Мы с вами уже прошли, установили несколько фактов и... Хорошо, ладно, я все понял. Хорошо, спасибо. Зай, ты как там бабушка? Все хорошо, да, бабушка, все нормально. Переживает, но все нормально держит. Андрюшка, как там? Нормально все у всех? Все хорошо, все тебя ждут очень сильно. Мама твоя как? Как Демка спрашивает, как я? Да, Дема спрашивает, как ты, но он не понимает всего. И, Юр, он маленький, я ему не рассказываю всех подробностей. Женька. Он тоже не знает. То есть мама посчитала, что его лучше не расстраивать, не говорить, он тоже еще маленький. Понятненько. Как у тебя самочувствие, Юр? Нормально, сегодня швы с пятки сняли последние, с пальца тоже сняли на ноге. Юр, ты знаешь, пожалуйста, что мы тебя все очень любим и ждем, несмотря ни на что. Я вас тоже очень люблю, Держись, Зай. пожалуйста. Я вас тоже очень люблю и жду. Ты же мне дочку еще обещала, помнишь? Обещала. Я тебе каждый день пишу сообщение в WhatsApp, ты представляешь, до сих пор. Каждый
Зай. подожду тебя. Ну, Мне тут полегче. Зай, ты понимаешь, у меня могут, ну, наши же могут нас ракеты ебануть при бомбежке. Они каждый день долбят по нам. Так что я могу просто не вернуться. Конкретно я могу. Да нет, ничего, просто знаешь, что или нет? Вопрос просто, знаешь или нет? Ну догадываюсь, но... Я не знаю. Зай, все, я тебя люблю. Мамке тоже Я тебя передавай люблю. привет. Мне заканчивать надо разговор. Я понимаю. Ждите, я постараюсь вернуться. Всё, я Давай. тебя очень сильно люблю. Я тебя тоже Давай. люблю. Давай, родная. Ну, по крайней мере, вы выяснили, что все в порядке, да? И, Да, спасибо большое. Не за что. И еще такой вопрос чисто человеческий. Вы чувствуете какое-то свое раскаяние, свою вину за то, что происходит? Да, когда посмотрел видео, следователи показывали. То, что происходит на самом деле. Какие следующие? Все разное. СБУ, контрразведка. и так Мы далее. ему сегодня видео показали. Это тоже. Это я про украинского народа просто прошу прощения за это. Никто не знал, что так будет просто. Вы обобщаете, а я вот интересно ваше личное вот внутреннее. Есть какое-то раскаяние у вас Да, личное? да, есть. Что бы вы сделали, если бы вас сейчас призывали, скажем так, сюда ехать? 23 числа бы что-нибудь придумал, чтобы сюда не ехать. Ну, что-нибудь, а деталь, вот как вы, можно? Да не знаю, в туалет бы пошел, и чтобы не поехать, но не сесть в машину. Что вы можете передать россиянам, которые уже в Украину зашли или которых сюда отправляют? Отступите. Здесь гибнут мирное население и дети. Отступите, не езжайте. Это дружественный народ. Окей, спасибо. Вы думаете, может речь идти о дружбе после того, что вы Нет, сделали? я уже это понимаю, что дружбы никакой не будет, по крайней мере, пару поколений. Ну, окей, да, мы бы дольше побеседовали, с удовольствием бы раскрыли бы множество всяких деталей, но нам нужно показать массовость пленных, а вас действительно очень много, поэтому ограниченное количество на разговор. Понятно, спасибо большое. Спасибо.